Друзья, приветствую всех! Сегодня у нас работа со структурой и немного поговорим с вами, из чего состоит вообще наша структура, наш опорно-двигательный аппарат. Наш опорно-двигательный аппарат состоит из связок, фасций, мышц. И, как вы знаете, в холистической медицине все процессы, они соединены. Есть такие взаимосвязи. Это очень интересный момент в прикладной кинезиологии. Наши мышцы соединены с нашими эмоциями. И сегодня мы будем делать акцент на, можно сказать, двух мышцах. Это мышца, связанная с печенью, это грудная мышца, одна из грудных мышц. И также мышца, которая связана с желчным пузырем, это подколенная мышца. И эти две мышцы достаточно очень важные мышцы. Если есть какие-то вопросы с желчным пузырем, с печенью, эти мышцы будут не работать. И тогда что может быть? И тогда могут быть травмы колена, могут быть травмы при жиме штанги, и могут быть какие-то неправильные положения плеча, так как мышца не работает. И если в нашем организме какая-то мышца не работает, то работает какая-то другая мышца. И она перенапрягается. И в первую очередь, когда ко мне приходят люди на прием, я тестирую мышцы, связанные с пищеварением. Это все мышцы, по которым я могу понять, насколько вообще пищеварение работает. И мышцы, связанные с печенью, это самая главная мышца, которую я тестирую в первую очередь. Я смотрю, насколько мышца в тонусе, в нормотонусе, потому что если печень, например, может быть в интоксикации, то мышца может быть замороженная. Итак, наши мышцы, они могут быть в трех состояниях. В нормотонусе, в гипертонусе и в гипотонусе. Нормотоничная мышца, она отвечает на раздражитель, ее можно выключить на 10 секунд, и она потом затем вновь включится в работу. Мышца, которая находится в гипертонусе, ее нельзя выключить, она не реагирует на раздражитель, она словно такая замороженная. И периодически приходят такие люди, которые супер такие замороженные, в напряжении. Обычно я видел таких ребят, которые приходят после спортзала. И это говорит о том, что их нагрузка слишком сильная для них. И, возможно, они съели какое-то количество не того, что им нужно перед тренировкой, возможно, не того протеина, либо употребляют более какие-то сильные гормональные препараты для роста мышц. И тогда очень сложно протестировать человека, его нужно немного ввести в баланс. Мышцы такого человека находятся в гипертонусе. В первую очередь нужно попить водички, и, возможно, использовать капли Rescue, о которых мы также будем говорить. И человек балансируется. Но иногда, если нельзя протестировать, просто человек отправляется домой. Человеку в гипертонусе не рекомендуется тренироваться, не рекомендуется выполнять техники какие-либо. Ему просто нужно отдохнуть, наладить режим дня, чтобы интоксикация ушла из организма. Потому что в таких случаях человек может получить травму. И третье состояние мышцы – это гипотоничная мышца. То есть мышца, которая не выдерживает тестирование в течение 3 секунд. При этом человек он может находиться в нормальном относительном состоянии, он может сам прийти на прием, однако при тестировании его мышца не выдерживает нагрузки. Я очень часто тестирую мышцы, ассоциированные с печенью. Это грудная мышца, такое движение у этой мышцы. И в большинстве случаев у людей эта мышца не работает, потому что у многих есть процессы и вопросы с печенью. Когда фаза детоксикации печени налаживаются, когда человек применяет определенное количество БАДов, то движение и функциональность этой мышцы и вообще в целом мышц становится лучше. Сегодня мы будем говорить о том, как включить и сбалансировать мышцу с помощью нагрузки, с помощью определенных таких очень интересных методов.
которые я применяю каждый день и с помощью которых я восстановил свой опорно-двигательный аппарат. И я начал изучать вообще анатомию, физиологию и работать в первую очередь именно со структурой, с опорно-двигательным аппаратом. Я думал, что только лишь работа со структурой выровняет структуру. Я искал разные методы. И вот один из методов, который вы будете делать сегодня на практике, это миофасциальный релиз. Его также называют миофасциальный массаж, который помогает включить мышцы в работу. И если, к примеру, была гипотоничная мышца, даже если вы не знаете о том, что она гипотоничная, потому что вы не можете ее протестировать, то она также включается на определенный промежуток времени. Например, вы приходите в зал, и вы не знаете, в каком состоянии ваши мышцы. Но вы можете сделать такой лайфхак. Вы можете их прокатать с помощью валика, двойного мячика, либо одинарного мячика. И таким образом на какое-то время эта мышца включится в работу, и вы можете пройти свою тренировку, выполнить какие-то соревновательные процессы и не получить травмы. Давайте поговорим о фасциях немного. Для того, чтобы понять механику выкатывания, вам нужно понимать вообще, какие фасции бывают. В нашем организме бывает вообще 3 вида фасций. И что такое фасция? Это такая оболочка, ее можно сравнить с пакетом, которая обволакивает вашу мышцу, орган. И какие же фасции существуют? Итак, существуют фасции, которые покрывают ваши мышцы. И с ними вы работаете с помощью выкатывания на валике либо двойном мячике. Следующие фасции покрывают ваши органы, такие висцеральные фасции. Они покрывают каждый ваш орган. Эти фасции могут напрягаться, из-за чего? Ну, к примеру, в кишечнике есть какие-то вопросы. Паразиты, либо вы кушаете те продукты, которые не усваиваются у вас, и кишечник раздражается. Тогда фасции вокруг кишечника напрягаются, и вы можете чувствовать тяжесть в животе. Конечно, в первую очередь нужно убрать продукты, которые вам не подходят, но потихоньку вы просто можете ложиться и расслаблять напряженный живот, потому что в процессе йоги, практики, цигун живот должен быть максимально расслаблен. Когда живот перенапрягается, то он забирает часть нагрузки на себя, и ваши ягодицы и те мышцы, которые должны работать в упражнении, они не работают. Это очень важно знать, и про живот мало кто говорит. В большинстве случаев говорят, что живот нужно качать, что кор должен удерживать вас. Кор будет вас удерживать, он будет выполнять свою функцию. Если, конечно же, будут работать одни очень важные мышцы, о которых мы поговорим в следующем дне. Итак, третий вид фасции, он находится и покрывает наш мозг и спинной мозг. Одни фасции закрывают наши мышцы, защищают их. Вторые фасции работают и защищают наши внутренние органы. И третьи фасции работают с нашим мозгом и спинным мозгом. И следующий секрет, который вы должны знать, что наши мышцы, они функционируют не просто так. А наши мышцы функционируют в определенных таких цепях, цепочках. И в нашем организме, как я уже говорил, есть несколько таких слоев, несколько слоев защиты. Первый слой – это такой фасциально-связочный слой. К нему относятся такие сухожильно-мышечные меридианы. Возможно, мы их немного коснемся, когда будем изучать акупунктуру в одном из дней. Следующий слой – это миофасциальный, то есть это оболочка связана с фасциями и нашими мышцами. Мы сегодня будем рассматривать миофасциальные цепи по Томасу Майерсу. Это самые распространенные миофасциальные цепи. Их, кстати, описали несколько мастеров. И так сложилось, что Майерс, он писал достаточно подробно, в определенной плоскости. И это описание стало достаточно знаменитым. И вот мы будем смотреть сегодня цепи, которые связаны с нашими органами. То есть в данном случае вы можете записать, это латеральная цепь.
Латеральная миофасциальная цепочка. Это вся наша боковая часть, и она связана с нашим желчным пузырем. Как видите, в нее входит целый ряд мышц, и на экране вы сможете увидеть, какие это мышцы, какие это связки. Для начала вы просто посмотрите, и вы поймете, что эта цепочка – это вся наша боковая линия. И если вдруг у вас, к примеру, болит шея, либо болит поясница, то вы можете заметить, что проблема может быть совсем в другой части нашего тела, потому что эта цепочка словно такой поезд, который идет от стоп до области нашего черепа. И есть так называемые нисходящие проблемы и восходящие проблемы. То есть, что это значит? Восходящие проблемы – это проблемы от наших стоп. Нисходящие проблемы – это проблемы от нашего черепа, ВНЧС, то есть височно-челюстного сустава. И когда у нас возникает какая-то боль в какой-то части тела, не обязательно эта боль находится непосредственно в той части, где вы ее чувствуете. Она может быть в другом месте. И когда вы выкатываете себя с помощью валиков, мячиков, то, что у вас есть под рукой, вы можете последовательно пройти по этой цепочке. Что касается именно желчного пузыря, самые болезненные места находятся на области ваших бедер, сбоку. И это говорит о том, что в этой области есть над чем поработать. Вот. Большинство цепочек проходят непосредственно в области тазобедренных суставов. Когда вы рассматриваете миофасциальные цепочки, вы можете увидеть, что большая часть миофасциальных цепей проходит через тазобедренный сустав. И там же проходят меридиан и миофасциальная цепочка латеральная, связанная с желчным пузырем. Поэтому состояние вашего тазобедренного сустава зависит от тока энергии в желчном пузыре. Это очень важно. Я когда об этом узнал, для меня открылись вообще такие двери понимания своего состояния, своих состояний, проблем, которые у меня были с тазобедренными суставами. Мы с вами поняли, что желчный пузырь – это боковая часть нашего тела. Желчный пузырь может давать такие боли. Почему? Потому что желчный пузырь – это янский. Вот мы можем видеть глубинную, так называемую вентральную, внутреннюю миофасциальную цепочку. И здесь вот часть мышц идет по ходу меридиана печени. То есть это внутренняя поверхность наших ног. Внутренняя поверхность наших ног, она связана не только с меридианом печени, а также с меридианом почек. Это два инских органа, которые накапливают жизненную силу. Напоминаю, что янские органы, они накапливают больше энергию ци, а инские органы, они накапливают сюэ, кровь, и дают нам больше жизненной энергии. Так вот, вы можете увидеть этот слой, это самый глубокий слой, который существует в нашем организме. И если вы посмотрите, то внутренняя часть коленного сустава, она именно связана с печенью напрямую. Если есть какие-то вопросы с опорно-двигательным аппаратом, с коленями, в большей части случаев это проблемы печени. Если вы чувствуете боль, к примеру, в колене по внутренней части ваших ног, скорее всего, есть какие-то вопросы с печенью. Также печень связана с грудными мышцами. И в чем секрет вообще методики миофасциального релиза, я его называю, в том, что перед любой тренировкой вы делаете такую разминку, такое выкатывание. И когда вы прокатываете себя, прокатываете ваше тело, то вы становитесь готовым к вашей тренировке. И ваше тело, оно потихоньку пробуждается. Это очень важно. Вы должны почувствовать сами на своем опыте. Когда человек переживает, допустим, эмоции определенные, когда он идет, к примеру, в зал, эти эмоции находятся в нем, он их не трансформирует, то
Ваши мышцы, они также могут реагировать на эти эмоции, и они могут выключаться. И когда вы, к примеру, жмете штангу с каким-то большим весом, слышал очень много случаев, мне рассказывали мои пациенты, клиенты, когда были такие небольшие разрывы даже грудной мышцы. Почему? Потому что человек испытывал какие-то эмоции, скорее всего, у него были вопросы с питанием, и он пришел в зал, не выполнил включение миофасциальной цепочки. А как включение происходит? Включение происходит с помощью выкатывания мячиком области грудных мышц, и таким образом вы защищаете себя от травм. И следующим немаловажным аспектом являются висцеральные практики. Почему это очень важно? Как я уже говорил, в нашем теле есть определенные связи. Наши эмоции связаны с нашими мышцами, мышцы также связаны с нашими органами. Периодически бывает так, что наши органы находятся не в правильном положении. Почему это происходит? От длительного положения сидя, с скругленной спиной, от гиподинамии наши органы занимают такое положение не совсем физиологическое для них. И они подстраиваются под нашу биомеханику, подстраиваются под наши движения. Если у нас нет амплитуды движения определенной, наше тело, по идее, заточено для того, чтобы бегать по лесу, выполнять много различных движений. И когда наше тело не получает такого аспекта движений, то наши органы немного скукоживаются, сжимаются. Все наши внутренние органы, они подвешены в таком гамаке и занимают свое определенное положение. С возрастом они начинают смещаться, опускаться под действиями силы тяжести вниз. И очень важно периодически их массировать, чтобы они не застаивались. Обычно кинезиологи, остеопаты выполняют определенные прямые и непрямые техники для того, чтобы сбалансировать работу внутренних органов. Как вы можете сбалансировать работу внутренних органов самостоятельно? Как я вам говорил раньше, вы можете выкатывать свое тело с помощью валиков, а наш живот вы можете выкатывать с помощью мячиков. Я рекомендую выкатывать с помощью баскетбольного мяча, либо футбольного, либо более маленького мяча. Он достаточно должен быть плотный. Если вы тренируетесь в спортзале всегда есть небольшие гирьки. И для тех, кто уже давно занимается, я рекомендую просто брать гирю 16 килограмм. Возможно, для девушек это поменьше будет гиря. И вы просто кладете ее на область своего живота и расслабляете свой живот до того момента, когда гиря начинает просто проходить вглубь и расслаблять напряженные участки. Техника выкатывания будет идти отдельным видео. Если у вас есть какие-то проблемы, воспалительные процессы в области живота, вы должны делать это все очень аккуратно и начинать с небольших, таких дозированных упражнений. Возможно, это будет не гиря, гиря это для профессионалов, для мужчин. А для тех, кто только начинает практику, я рекомендую начинать с баскетбольного мяча. Возможно, он даже будет немного приспущенным. Вы просто ложитесь на мяч и начинаете расслаблять свой живот. В большинстве случаев вы почувствуете дискомфорт, особенно в области солнечного сплетения, в области желчного пузыря. Но потом фасции расслабляются и потихоньку происходит такой отток, вы почувствуете такую легкость. После каждого выкатывания живота вы должны почувствовать легкость. В начале практики вы можете почувствовать небольшой дискомфорт, но потом вы будете чувствовать легкость, и все остальные техники, будь то йога, цигун, воркаут, вам будет выполнять эти техники легче. И когда мы выкатываем наши мышцы, работаем висцерально с помощью мячиков, вы помогаете себе снять глубокие напряжения, которые есть в вашем теле. И таким образом вы можете диагностировать себя, понимать, в какой части тела есть какие-то вопросы, возможно, потому что когда вы выкатываетесь, то вы можете видеть, что если вы долго не выкатывались, вы почувствуете дискомфорт, допустим, в ногах, в бедрах.
И когда вы долго, к примеру, не лежали на мяче, вы можете почувствовать, что в кишечнике есть какие-то вопросы. Это говорит о чем? О том, что нужно, возможно, поменять свое питание, либо добавить какие-то БАДы, чтобы ваш кишечник чувствовал себя лучше. Если будет такая возможность, напишите, пожалуйста, как вы себя почувствовали после того, как вы выкатались. Возможно, вы еще не выкатывались. Возможно, вы первый раз будете делать эту технику. Когда я узнал об этой технике, я хотел рассказать о ней всем, потому что для меня это было просто как манна небесная. Тогда еще не было в продажах этих валиков, это где-то было около 10 лет назад. Я делал эти валики специально для своих групповых классов, которые я проводил в горячем зале. И я делал их из канализационной трубы, просто нарезал по 40 сантиметров. И вот получались такие валики. И когда я начал выкатывать свои бедра, которые были очень перенапряжены и забирали нагрузку с моих ягодиц и с моего бицепса бедра, я почувствовал настолько глубокий релиз, и моя практика йоги, она стала гораздо лучше. Желаю вам удачи. Если у вас будут вопросы по выкатыванию, задавайте обязательно. Практику выкатывания я рекомендую выполнять каждый день и получать от этого, конечно же, удовольствие. Успехов в практике!